За годы работы с бездомными животными сотрудники омского приюта «Друг» видели всякое, и брошенных хозяевами породных собак, и годами скитающихся по улицам дворняг в плачевном состоянии. Но даже они, встретившись с доберманом по кличке Рома, были в шоке от увиденного, но обо всем по порядку. Тощего, покрытого ранками и еле передвигавшегося по улице добермана заметили неравнодушные люди. Хозяев поблизости не было. Да и сложно было поверить в то, что такой запущенный пес вообще мог быть чьим-то. Его передали в приют «Друг». Сотрудники пришли в ужас при виде животного с торчащими ребрами и понурым взглядом. Осмотр выявил, что помимо инфекций и истощения у добермана были серьезнейшие проблемы с суставами, что в условиях приюта могло только усугубиться. Но делать было нечего, и песика заселили в помещение, где ему приходилось лежать на тонких досках или холодном кафеле. Добермана назвали Ромой. Рома выходил гулять на поводке, медленно набирал вес, становился более социальным. Но условия приюта категорически не подходили породному, возрастному псу с таким количеством проблем, потому волонтеры стремились как можно скорее найти для него дом. К сожалению, в миллионном Омске так и не нашлось добрых рук для добермана. Зато на историю Ромы откликнулось московское сообщество помощи доберманам. Вскоре удалось перевести пса в столицу, к людям, которые знали, как ухаживать за ним. За судьбой Ромы с момента его попадания в приют следила Юлия из города Елец. Она помогала финансово, общалась с кураторами песика, а затем, взвесив все за и против, приняла решение забрать его в свой дом. Так Рома и обрел свое счастье. Сейчас мы долечиваемся, каждый вечер расслабляющий массаж, недолгие частые прогулки и хорошее питание, рассказывала Юлия спустя какое-то время после того, как приютила Рому. Надеюсь, его состояние еще немного улучшится. Ходит он плоховато, быстро устает, а хотелось бы гулять подольше. Милый парень, ласковый приставучий, мотается хвостиком за мной по квартире, оставаясь дома один, начинает верещать и возмущаться под дверью, недолго правда. С моей девочкой пока дружно игнорируют друг друга и борются за внимание. Что и ожидалось, но жестко контролируется. Преданный хозяевами доберман Рома смог начать новую, счастливую главу своей жизни благодаря помощи десятков неравнодушных людей, которые не прошли мимо беды бездомного пса. Не проходите и вы.